Ричард Мейсон был человеком, у которого, казалось, все сложилось идеально. К 40 годам он построил успешную компанию, жил в большом доме на холме, где из окон открывался вид на реку. Когда-то этот дом был наполнен смехом. Там бегали его дети-близнецы Эми и Сэм, а жена Сара пекла по утрам булочки и напевала старые мелодии. Но однажды все оборвалось. Авария на трассе. Сара погибла. Дети выжили, но стали почти неподвижными. Повреждение нервной системы, потеря речи, отсутствие реакции. Ричард замкнулся. Он продолжал работать, будто мог деньгами выкупить чудо. В доме царила холодная тишина, нарушаемая лишь звуками медицинских приборов. Он нанимал лучших специалистов, безрезультатно. И вот однажды экономка принесла новое резюме. Женщина из Кении. Зовут Найла, работает с детьми, у которых особые потребности. Ричард скептически усмехнулся. Из Кении. Мы перепробовали все. А вот Веры, кажется, не пробовали, ответила она тихо. На следующий день в дом вошла Найла, невысокая, с мягкими глазами и теплым голосом. Она не задавала вопросов. Просто села перед детьми и достала из сумки маленький барабан. Постучала легкими пальцами, ровно, спокойно, будто звучало само сердце. «Это не просто звук», — сказала она. «Это жизнь». И что-то в этом доме изменилось. Она не заставляла детей заниматься. Она играла, пела, касалась их ладоней, учила чувствовать. Включала звуки моря и дождя, приносила траву из сада, давала трогать камешки и листья. Через неделю Сэм стал поворачивать голову на звук воды, а Эми впервые засмеялась. Ричард услышал этот смех и замер. 2 года, ни звука. Теперь смех. Настоящий. С каждым днем чудо росло. Найла садилась на пол, играла с ними в «Ощути мир». Они учились чувствовать холод, тепло, гладкость, вес. Она не говорила, она жила рядом. И дети начали отвечать. Однажды вечером Ричард зашел в детскую и застыл. Эми хлопала в ладоши под ритм барабана. Сэм пытался повторять звуки. И вдруг «мама». Первое слово. После 2 лет тишины. Ричард опустился на колени, не в силах сдержать слез. «Спасибо», — прошептал он Найле. «Как вы это сделали?» «Просто люблю их», — ответила она. «А любовь лечит сильнее лекарств». Прошли месяцы. Дети начали говорить, смеяться, даже делать шаги. Ричард перестал прятаться в работе, стал жить с ними каждым мгновением. Но однажды Найле стало плохо. Ее увезли в больницу с диагнозом «тяжелая болезнь сердца». Дети плакали, звали ее по имени. Ричард сидел рядом и шептал: «Вы вернули мне семью. Теперь моя очередь спасти вас». Он оплатил лечение, навещал ее каждый день. Когда Найла наконец вернулась, слабая, но живая, дети бросились к ней. «Сыграем нашу песню?» — спросила она. Эми хлопала, Сэм стучал по барабану. И вдруг мальчик произнес: «Спасибо, мама». В комнате повисла тишина. Слезы текли у всех. Ричард улыбнулся. «Да, сын, она наша мама». С тех пор их дом снова стал живым. Не особняком, а местом, где звучала музыка, смех и любовь. Позже Ричард сказал Найле: «Вы подарили мне не просто семью. Вы вернули мне веру». Она ответила: «Настоящее богатство — это сердце, которое умеет любить». И под вечерним небом, глядя, как дети бегают по саду, Ричард понял: чудеса не покупают, их дарят тем, кто верит.